Ну что, пришло время покинуть Кэт-Айленд. И сразу могу сказать, что это один из тех островов, который просто великолепен. Ну, прежде всего, конечно, что здесь привлекает? Защищенная вот эта бухточка ото всех волн. То есть вот от всех ветров. То есть все, кроме южно-восточного ветра или восточного. Нет, все, кроме западного или юго-западного ветра. Все здесь. Так, ну а сегодня мне надо вернуться обратно в Экзумас. То есть план такой: дойти вот до сюда. И потом опять в Джорджтаун. Где-нибудь вот здесь, вот здесь вот. Маленький тут есть нюанс во всем этом деле. Ветер сильный, и ветер где-то вот так. То есть угол к ветру истинный будет, наверное, градусов 70. А знаете что? Идти против ветра, который, наверное, где-то будет 25-30 и больше. Как я это делаю? Для этого поставил раннеры. Running backstays. Вон они туда. Они усиливают мачту, крепят ее дополнительно. И тогда можно пользоваться внутренним стакселем. Парусом, который средний между Геной и Гротом. Я не один. Это хорошо. Одна лодка ушла вообще ночью. То есть было 19 корабликов здесь, осталось 18. Сейчас еще один уходит. Я следующий. И это прекрасно. Остаться здесь нет никакой возможности, потому что вот этот сильный ветер, он начнет дуть как раз вот с юго-западного направления. И здесь будет волна 1,5 метра. Да, про сам остров. Магазин, винный магазин есть, продовольственный. Добрые люди. Меня тут магазин 2 километра пешком. Туда я дошел, обратно меня довезли на машине. Ну, еда, как все багамские маленькие магазинчики. Что-то есть. Вот. Жить можно. Конечно, там не будет ни сыров, ни фуагра, но это ведь мелочи, по сути. Да, сегодня будет, я думаю, восхитительное путешествие. И вы давно просили рассказать мне, как я пришел в яхтинг. Мне кажется, сегодня как раз тот самый день. Ну что, поднимаем якорь и в путь. Ну, все прошло крайне успешно. Ну что, Кэт-Айленд, я сюда легко бы вернулся еще разок. Да, даже 2 или 3, если надо. Все паруса. Полный грот. Естественно, раннеры надо ослаблять, если мы идем вниз по ветру, а ветер пока 130. А вот после поворота там что-нибудь и будет. Полные гены. Сейчас мы закрыты от всех волн островом. Здесь одно удовольствие. То есть у нас сейчас есть, ну, я бы сказал, часа, наверное, 1,5-2 спокойного путешествия. Пол-9 утра. Весь переход 55 миль где-то. Из них самый неприятный участок — это миль 30, наверное. Но и заход, конечно, между рифами. Но я в этот раз опытный. И знаю новое место, где можно зайти на Экзумас, где гораздо меньше рифов, волн, течений и прочего. Ну, покажу ближе, когда туда доберемся. Вон, вижу, там еще пара лодок вышло. И это правильно. Здесь у них, у местного населения, вчера был какой-то большой праздник. Они, наверное, до часу ночи веселились. Музыка играла такая приятная, не сильно громко, хорошо. И большинство народу с лодок пошли туда отмечать. Поэтому я не удивлен, что они все проспали и вышли поздно. Ну все, мыс позади. 40-38 миль до 38 миль до самого острова. И там еще, наверное, миль 8-10. Все, волна поднялась. Но пока я решил оставить Геную. Стаксель не трогать. Все-таки угол к ветру 97. Норм. Голубенькая водичка вдалеке осталась.
яхтинг начался с другого вида спорта, с виндсерфинга. То есть 20 лет занятий этим прекрасным видом спорта в разных местах, в разных странах. Я даже любил ездить в отпуск чисто посерфить. Иногда 7, 8, 10 раз в году по несколько дней. Очень мне это нравилось. 20 лет, говорю, занимался им. И даже сейчас продолжаю. Это вид спорта, который за неделю сделает вас другим человеком. Требует работы всех групп мышц. Крайне весело и здорово. Нестись над водой с парусом. И скорость, конечно, гораздо выше, чем у лодок. Поэтому там 20 узлов, 40 метров в час над водой — это вообще офигительно. Потом где-то году в 2013 или 2014 совершенно случайно мне подарили 3 дня яхтенной школы в Анаполисе. Там Анаполис Sailing School, у них 24 фута маленькие лодочки, без мотора, Rainbow класс. И так мне понравилось. Это был как раз апрель месяц, был хороший ветер. Супер фан. После этого я задумался. Я в этой школе записался, у них там еще яхт-клуб есть. И 2 года в этом яхт-клубе я и просуществовал. Брал в прокат у них. Ну, членам клуба можно было там с большой скидкой эти лодки брать, насколько хотите. И от Анаполиса я даже путешествовал и до моста, до Бэй-Бридж, и Сэнди-Пойнт, Лайтхаус. Это вообще там миль 30 даже где-то, 20. И самое главное, это позволило мне научиться без мотора выходить от дока и возвращаться на док. Я катал всех своих друзей, там Эллу, детей, всех. А еще в этой яхтенной школе были 2 больших лодки. Одна — это 32 фута Хантер и 39 футов Бенетон. В отличном состоянии, все почти новые. Ну, они не только преподавали ASA, American Sailing Association 101, 101, но все остальные более продвинутые курсы, полная яхтенная сертификация, там, если что надо. Ну и, соответственно, может, убавить парус-то пора. Ветер-то 27. Ладно, пока пусть так. Я на эти лодки смотрел, ходил туда внутрь, салон изучал и понял, что я хочу такой же. И в 26-м году, в 27-м, 2027 год, и в 2017 году на выставке в Анаполисе, на Boat-Show, это были прекрасные времена, с большой скидкой купил 41.1 Бенетон. Назвал ее Melody и с ней провел прекрасные 6 лет. Наверное, первые 2 года первый год-полтора я осваивал большую яхту, потому что это вообще совершенно другое. Второй год я осваивал залив. Залив Chesapeake-Bay, это 120 миль длины. И также были первые мои соло-путешествия. Мне тогда казалось огромным событием из Анаполиса попасть в Норфолк, а это 90 почти там 100 миль. С один. Да еще и ветер там. Иногда на заливе погода бывает покруче, чем в океане-то даже. Вот. А потом первая наша мэрилендовская маленькая кругосветка, мы ее называем, это обойти по кругу весь вниз на север по заливу Chesapeake, подняться вдоль океанского побережья, зайти в залив Делавэр
через Делавар канал обратно вернуться в Чесапик. По-моему, там миль 300 все это путешествие. Чуть меньше. Мы такие, вау, это я проделал своим приятелем яхтенным. Следующий этап был океанские переходы в океанский Near Coastal. Мы ходили и в Анап, мы ходили и в Атлантик-Сити, и вообще вдоль всего побережья. А году в 22-м или 21-м году, или 20-м, вот только ковид кончился, я помню. Это был наш первый серьезный яхтенный офшорный переход из Анаполиса на Бермудские острова и обратно. Это было удивительное путешествие. Безумное просто, как я сейчас понимаю. Как-нибудь про него отдельно расскажу, но оттуда мы вернулись уже настоящими моряками, можно сказать. Ну и, соответственно, в тот же год на Багамские острова. Багамские острова я изучал практически соло. Это от West End Багамас, весь остров Абакас, Грейт Багамас, Эутера Айлендс, ну, до Экзумас и так далее. 3 месяца, там даже больше, 4 месяца на Багамских островах и один потом с Багам обратно в Анаполис. И это путешествие меня научило многому, что для комфортной жизни на лодке, продолжительной, необходим большой запас воды, нужен опреснитель, нужны батареи. И самое главное, нужен какой-то способ связи. Тогда не было Старлинка. И вот наконец-то приходилось покупать сим-карты. И работали они только, естественно, рядом с берегом. Ну, что? Ну и тогда у меня зародилась идея лодку проапгрейдить. И в 2021 году оставил депозит на миль 50. После того, как тщательно, долго и внимательно смотрел на все яхты, обзоры, побывал на выставке. Но ключевым фактором стало посещение самой яхты в Коннектикуте, Нью-Хейвен. У Амели есть официальный дистрибьютор-дилер. У них была прекрасная лодка, новая. Она называлась «Фрегата». Со всеми опциями. Ее хозяин, я познакомился с ним, Джейсон. Рассказывал мне про нее долго. Я с ним провел целый день, в общем. И в итоге, 2 годами позже, август 23 года, Амель 50 Мираж. Ну, а остальное все есть в YouTube-канале. Вся история практически. Мне нравится снимать море. И вообще про путешествия. У меня много моих друзей, знакомых с разных стран. И в России, в Украине, в Польше, в Китае, в Японии. А откуда эти друзья? Ну, многие из них бизнес-партнеры, потому что все, что я проделал в яхтенном плане, стало возможным благодаря тому, что году где-то в 1997 я покинул Россию и с тех пор, в общем-то, ни разу не возвращался, кроме как навестить там родителей. В далеком 2007 году, ну, я по образованию софтвер-инженер, инженер программного обеспечения, или как раньше назывались, программисты. И долго работал на разные компании, большие и маленькие. Даже несколько лет работал в Национальном центре биоинформатики в Бефезде, Мэриленд. Это место мне очень нравилось, и я его с ностальгией всегда вспоминаю. Но неважно, в 2007 году с моим хорошим другом и партнером мы основали свою фирму по производству программного обеспечения для фармацевтических компаний, лабораторий, в общем, все по всему миру продавали. И после 10 с небольшим лет упорного труда в 2020 году, 2020, нас купила компания побольше. В общем, примерно так все оно и происходило. В
Благодаря этой работе я, кстати, много путешествовал, потому что моя роль была бизнес-девелопмент, это distribution, распространение. У нас были офисы в Китае, в Италии, Франческо, Симоне, Маурицио, Даниэль, Джорджо. Если вы, ребята, смотрите, огромный вам привет. Италия, per mio cuore, per sempre. Навсегда. Италия в моем сердце навсегда. Благодаря Старлинку наконец-то стала возможность не только время от времени путешествовать, но полноценно на яхте находиться все время, не отрываясь от мира, быть в курсе всех событий, полноценно работать удаленно. Вот как-то так. Как-то так. Я потихонечку, медленно, но приближаюсь к этому джентльмену. Вряд ли мы его догоним. У нас лодки одинаковые, у него тоже 50 футов. И это все-таки не гоночная регата, надо и удовольствие получать. Но догнать хочется. Мне кажется, он решил убавить паруса. Если он убавит парус, я сделаю то же самое. Решил убавить грот, а я убавлю Геную. Убавил немножко Геную. Крен стал меньше, более стабильная скорость. Лодка меньше зарывается в волну. И как следствие я подсократил дистанцию почти до мили. Она на глазах уменьшается. А еще вы просили рассказать, что вот эти циферки все значат. Смотреть надо на вот эту центральную. Это скорость лодки. Speed over ground, скорость над землей. Вот эта скорость лодки, она меряется колесиком, которое там где-то внизу, под кораблем. Но оно частенько зарастает всякими морскими организмами и, конечно же, показывает совершенно неправильные значения. Третий важный показатель — глубина. Сейчас здесь очень глубоко, смысла нет, вон 1,5 километра до земли. Туда, вниз. В принципе, близко. Земля всегда рядом, если что, она просто там внизу. Истинная скорость ветра TWS, True Wind Speed. Это AWS, Apparent Wind Speed. Это флюгерный ветер, так называемый, который меряется прибором на мачте. И очень две важных цифры. Это TWA, True Wind Angle, угол истинного ветра, и AWA, Apparent Wind Angle, угол флюгерного ветра. Они отличаются, потому что лодка идет вперед, немножко смещается вперед туда, соответственно, и угол. Как у нас дела? Да, процесс идет. Корабль впереди почувствовал, что я его догоняю, и он вернул все паруса. Как следствие, я вернул Геную. Ветер 26, 27, 6. Все стоит, все, что могу. Эх, была бы у меня команда, сейчас бы мы код Zero поставили. Ну да ладно. Не сокращается дистанция. Ни у него, ни у нас.
Я теоретически уже готов убавить паруса, сбавить скорость и пойти пить кофе. Ладно, еще минут, ну, сколько? Ну, полчасика еще. Если не будет победы, значит фиг с ней. Прошло 10 миль. 1,5 часа, чуть меньше. Как был кораблик, так он там и есть. Единственное, что я немножко забрался выше по ветру, потеряв при этом, наверное, метров 300 в расстоянии. Но оно того стоило. Солнечный и теплый день сегодня. Это немаловажно. Ну, прошло еще 10 миль. И осталось 15 до Экзуме. Как у нас расстояние? 0,9. Меньше мили стало. В общем, мы все очень стараемся, и он, и я. Есть в этом что-то, а то как-то вот спокойные переходы, а тут рейсинг. С 30 миль, и мы вот друг друга видим. О, я. А два кораблика, которые вышли за нами, даже парусов больше не видно. Это значит, что расстояние до них больше 8 миль примерно. Ну что, миль 6 еще видно паруса. 7 и уже больше нет. Прошло еще 10 миль. И до точки-то осталось 5,7. Интересная вещь случилась. Ветер стал где-то 105, а это... Угол к ветру истинно стал 105. Этот ветер, этот курс, который моя лодочка обожает. И подсократилась дистанция на четверть мили. Даже чуть больше. Вот. Вот и Экзумас. Я считаю регату завершенной. 0,6 мили между нами. Вот этот хороший, большой, широкий проход. Слева, севернее от Конг-Кей. Даже пару раз тут был. Но неплохой результат. За 6 часов 15 минут 50 миль. Ну вот я и на месте. Какая красота. Лодку помыл, все привязал, встал на шарик. Джорджтаун, вон он. Здорово. Через пару дней Элла приезжает. А это значит, что будет еще прикольный контент. Почему бы и нет? На этом все.